Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание полнолунию, которое нас всех ожидает 14 июня в 14 часов 51 минуту по московскому времени. Обращаем внимание, что это полнолуние будет достаточно сильное, да еще и в огненном знаке зодиака Стрелец, которое поможет многим нам открыть глаза и увидеть то, что до этого момента мы не видели или даже не хотели слышать. И это касается многих людей. При этом это затронет все сферы жизни у каждого человека. То есть те больные точки, которые у вас есть в вашей жизни, и вы не хотели или игнорировали те знаки, которые подавали вам высшие силы именно 14 июня, 15, 16. У кого-то это раньше, это все проявится. Итак, друзья, давайте начнем с того, что именно это полнолуние заставит многих людей пересмотреть свои цели, пересмотреть свои задачи и найти другое направление в разных сферах. При этом обращаем ваше внимание, чтобы очень важно соответствовало все правилам морали, внутренним ощущениям и традициям. Потому что очень таким вот важным качеством знака зодиака Стрелец является преданность, а также верность своим принципам, своим идеалам, убеждениям. И именно энергия вот огненного знака зодиака Стрелец, которая еще и увеличится за счет полнолуния, поможет многим людям яснее увидеть свою жизнь, те цели, те задачи, которые люди ставили, и принять правильные решения. Помните о том, что в любой вообще полнолуние усиливается интуиция, поэтому вы с легкостью сможете решить те или иные проблемы и переориентироваться на другие уже задачи, которые будут стоять в вашей жизни. И, друзья, обращаем ваше внимание, что в период самого полнолуния Луна будет находиться в знаке зодиака Стрелец. Поэтому концентрация вот этой энергии, этого огненного знака будет достаточно максимальна. И здесь очень важно не пропустить и правильно работать. Как вы знаете, Стрелец – это знак зодиака, третий по списку, и относится к стихии огня. И именно этот знак относится и связан с интеллектуальным нашим развитием, с творчеством и позитивом. Также обращаем ваше внимание, что с период с 13 по 15 июня это время будет появление каких-то новых идей, проектов, перспектив многие люди увидят у себя. И если вы до этого момента не знали, как решить или иные проблемы, какие-то задачи, то вот именно в этот период у вас откроются глаза, и вы увидите. Кроме того, энергия вот огня, именно в котором находится Стрелец, будет очищать наше пространство от устаревших и изживших себя форм. И будет подготавливаться фундамент для создания всего нового. Поэтому очень важно в полнолуние постараться прописать все свои планы и продумать по пунктам, как вы планируете осуществлять те или иные задачи. Также обращаем ваше внимание, что полнолуние соответствует энергии Марса, а эта планета у нас отвечает за физическую силу, за борьбу. Также обращаем ваше внимание, что до 5 июля Марс перемещается по Овну, а в этом знаке энергии проявляются достаточно сильно. Также в этом же знаке управителем полнолуния в Стрельце является Юпитер, а это значит, что в ближайшие 2 недели после полнолуния энергичные действия обязательно приведут к достижению того результата, о котором вы надеялись, хотели и желали. Обращаем ваше внимание, что именно само полнолуние 14 июня очень важно, чтобы вы работали над целями, которыми вы хотите осуществить в ближайшие полгода-3 года. Это очень важно.
Именно огненная энергия Стрельца поможет вам использовать для осознания своего внутреннего потенциала и нахождения своего места под Солнцем. Поэтому обязательно проводите практики. Это поможет вам установить связь с космосом, с Вселенной, и, возможно, вы сможете действительно вот получить тот счастливый билет, потому что фортуна будет именно на вашей стороне. Почему? Потому что в полнолуние в Стрельце управляет имя Юпитер, а Юпитер это все-таки планета большого счастья, радости, благодати. Также, обращаем ваше внимание, Стрелец будет способствовать и уверенности в себе, даст власть над теми обстоятельствами, а также возможность изменить свою жизнь к лучшему. Это полнолуние очень обладает таким очень сильным потенциалом. Все дело в том, что управителем является Юпитер, который гармонично раскрывается в огненном знаке Овна. И энергия полнолуния в Стрельце побуждает людей, знаете, к самопознанию, к интеллектуальной активности, к тому, чтобы мы выходили за пределы вот тех границ, в которых мы находимся в данный момент и которые навязаны нам извне. Но ни в коем случае в этот период не слушайте чужое мнение. Уважать его нужно, но не слушать. Потому что таким образом, если вы будете слушать чужое мнение, то вы не откроете для себя новые возможности, те, которые помогут вам открыться и двигаться дальше. Также обращаем ваше внимание, что 14 июня это полнолуние поможет нам направить все свое устремление к некоторой одной цели, которую вы выбрали из многих других. Также обращаем ваше внимание, что полнолуние в знаке зодиака Стрелец активизирует не только этот знак зодиака, но и также противоположный ему. А противоположным Стрельцу являются Близнецы. А это у нас отвечает за обучение, за коммуникацию, за информацию, знания. И вот именно это все будет служить своеобразным запасом, к которому вы сможете обратиться в трудные минуты жизни. А они в связи с теми событиями, которые происходят в нашей жизни, у многих людей в самом ближайшем будущем появятся. Если человек не готов меняться, если человек не готов принимать новую ценную информацию для себя, если человек думает, что он сможет жить, как он еще жил в начале года, потому что ему это все нравилось, была хорошая зарплата, можно было путешествовать по миру, иметь любые другие материальные блага, то именно вот после этого полнолуния многие люди немножко осознают и поймут, что нужно меняться, потому что возникают новые обстоятельства, новые факторы, благодаря которым становится понимание того, что уже не будет так, как было раньше. И вот те люди, которые не готовы принимать вот новое, то, что движется в жизнь каждого человека, к сожалению, окажутся у разбитого корыта. Поэтому очень важно, чтобы вы сейчас анализировали все эти события, которые происходят в вашей жизни, брали независимые источники, а не только слушали какой-то вот один источник. Это очень важно. Анализировали и понимали, и думали, что вы можете сделать в той или иной ситуации, как вы можете иметь для себя какую-то определенную выгоду. Не переживайте, если с первого раза у вас что-то не получится. Друзья, все в этом мире быстротечно, все сейчас очень сильно меняется, вы сами видите. Если еще вечером обсуждалась одна тема, то на следующий день мы уже знаем о других обстоятельствах и об другом, что приводит к определенным ситуациям. И вот как вы видите, мир меняется, и он еще будет продолжать меняться. Это не последняя его точка, потому что, ну, так задействованы определенные силы, и чтобы наступила так называемая золотая эра, много должно произойти определенных событий. Конечно, нам в материальном мире это очень сложно, но именно это полнолуние в Стрельце нам поможет с вами. Поэтому ни в коем случае не останавливайтесь, не думайте о том, что все тяжело, вам сложно,
по одной простой причине, что если вы так зацикливаться, то вы будете оставаться вот в этой вот, знаете, в этом болоте. Поэтому очень важно брать себя за шкирку и, несмотря ни на что и ни на кого, идти дальше к своим целям. Это, друзья, очень важно. И очень важно сейчас перестраиваться вот в этом современном нашем мире. Налаживайте свой быт, изучайте иностранные языки. Очень важно, чтобы вы разбирались в политической обстановке в своей стране и в мире, то есть глобально. Ни в коем случае не рассматривайте только свой городок или только свою страну. А также, если вы замкнутый очень человек и вы не хотите ни с кем контактировать, все равно постарайтесь, научитесь налаживать контакты с людьми. Поддерживайте вот важные, нужные для вас связи, знакомства, делитесь своими знаниями, опытом и принимайте их. Потому что именно вот после этого полнолуния мы прочувствуем и поймем, как нам дальше двигаться, что нам нужно делать. Но чтобы этого было, мы должны иметь надежду, мы должны иметь веру в добро. И если вы пессимист, пожалуйста, избавляйтесь вот от темных полос, вот от того негатива, который, возможно, присутствует в вашей жизни, потому что именно последующие 1,5-2 месяца это будет время приобретения вот очень важного, ценного опыта. Это в общении с людьми, это в отношении с работой, это в отношении личной жизни, с деньгами. Не зацикливайтесь ни на чем, просто идите и двигайтесь, несмотря ни на что. Даже если вам сейчас тяжело и в вашей жизни ничего и никого не осталось, так тоже бывает. И это, конечно, очень сложно. Но вы должны понимать, что если вы сейчас в этом материальном мире живете, значит так нужно, и вы должны пройти определенные жизненные уроки. Именно это полнолуние знаний, полнолуние озарения, открытий поможет вам. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна.